Всем привет! Я Марина и с вами Школа Сакрамел. В этом видео сделаем обзор на пастельные плешивые гель-лаки. Найдем среди них самые плотные, занесем все в таблицу, а также поделюсь с вами способом правильного нанесения, так чтобы не было проплешин. Поехали! В своем инстаграм я проводила опрос, какие гель-лаки, по вашему мнению, самые плотные, самые укрывистые из пастельных. Многие мастера дали обратную связь, и из самых популярных ответов я собрала 14 гель-лаков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, 10, 11, 12, 13, 14. Да, 14 гель-лаков, и сегодня будем обозревать именно их. Занесла все в табличку. Таблицу создала самостоятельно, а также и вы можете протестировать свои материалы, название материала, количество миллилитров. Разделила по стоимости от бюджетного до самых дорогостоящих гель-лаков. Определим с вами консистенцию, укрывистость, насколько плотный гель-лак, кисть, удобно ли в работе, а также время полимеризации и дополнительные комментарии. Перед тем, как приступить к тестированию продукции, покажу вам, как правильно наносить гель-лак, чтобы не было проплешин, на примере белого цвета. Для теста нам потребуются прозрачные типсы. На них будет лучше всего видно плотность цвета. Когда вы держите палец клиента, обязательно необходимо сделать упор мизинцем. Он поможет вам наносить максимально равномерно цвет без проплешин. Первым движением мы подталкиваем материал к кутикуле и спускаемся кистью параллельно вниз. Если сильно прожимать кистью, то можно увидеть уже на поверхности проплешины. Но не стоит пока переживать, чуть позже мы разровняем ее. По диагонали ставим кисточку в правом синусе клиента и медленно, как будто описывая окружность, его прорисовываем, а также боковую стенку. В этот момент подворачиваю палец клиента на бок, чтобы точно все прорисовать. И теперь самое важное – это разравнивание цвета. Выполняем длинные стежковые движения от кутикулы до самого свободного края. Работают только пальцы. Мы не тащим за собой всю руку вот так. В таком случае вы сразу видите на поверхности проплешины. Светлые оттенки мы не можем наносить очень толсто, потому что при полимеризации они скукожатся. Нам придется все снимать, переделывать заново, поэтому первый слой должен быть достаточно тонким. Какие ошибки могут возникнуть? Это неправильное положение кисти, когда вы не кладете ее лежа, а ставите под 45 градусов при разравнивании. Мы можем увидеть, как материал снимается с поверхности и образуются кратеры неровности. Следующая ошибка – это выполнять не длинные движения от кутикулы до свободного края, а хаотичные. Часто мастера делают следующее: разравнивают, затем несколько последних движений делают от середины ногтя, а еще очень часто запечатывают вот таким вот образом, как веником. Сейчас мы видим, что поверхность абсолютно неровная, но стоит немножко добавить гель-лака, положить кисточку лежа, совершать длинные движения, как поверхность становится более равномерной и проплешины постепенно уходят. А если мы добавим плотности вторым слоем гель-лака, тогда их и вовсе не будет. Именно благодаря этому упражнению вы сможете научиться, как правильно наносить гель-лак без проплешин. Берите типсы, покрывайте, смотрите на результат и потом уже покрывайте на ногтях. Часто гель-лаки плешивят не потому, что они плохие, а потому что мастер неправильно наносит, не знает верную технику. Но теперь, благодаря упражнению, я думаю, вы точно оттренируете технику и у вас все будет прекрасно получаться. Ну а мы приступаем к обзору цветных гель-лаков. Первый гель-лак в нашем списке – это Лайкер от Runail. За 9 мл стоимость 120 рублей. Это очень бюджетно и, честно говоря, мало верится, что такой гель-лак может наноситься плотно. Я выбрала все оттенки пастельно-розового цвета, плюс-минус, какие-то приглушенные, какие-то более светлые, другие с фиолетовым отливом. Старалась подбирать максимально похожего оттенка. Обычно гель-лаки перед нанесением нужно немного взболтать, для того, чтобы осевший пигмент приподнялся. Берем типс и наносим. Этот оттенок у нас более фиолетовый. Покрываем по правилам, которые я вам уже до этого сказала. Тонкий слой и затем немного добавляем, кисть кладем лежа. Гель-лак хорошо разравнивается, имеет достаточно плотную укрывистость. Есть небольшие проплешины, которые, думаю, во втором слое уйдут. Отправляем на просушку. Время полимеризации этого лака 1 минута.
Второй слой мы наносить не будем. Сравним все в один, чтобы не растягивать наше видео, и в 2 слоя точно, думаю, они все прекрасно лягут. Тогда обзор получится неинформативным. Занесем наши результаты. Консистенция 1 это будет жидкая, 2 средняя и 3 густая. Поставим двоечку. Укрывистость от 1 до 3, но у нас на 2 получается. Кисть мягкая, удобная. Какие комментарии тут могут быть? Ну, здорово, гель-лак за 120 рублей, ты от него ничего не ждешь, а он вполне себе, и можно работать. Следующий гель-лак по стоимости P&B, номер 245, 224 рубля, ну всего лишь 4 мл. У меня вот такой маленький флакончик, кажется, что это дешево, бюджетно, но если учитывать, что всего 4 мл, думаю, что это не так-то и дешево. Пастельно-розовый оттенок, и начинаем наносить. Он, кстати, более жидкий, в отличие от предыдущего, ложится с большими проплешинами. Вот такие розовые, они всегда более плешивые. Наносим в средний слой и отправляем на просушку. Кстати, лак достаточно хорошо разравнивается. Время полимеризации также 1 минута. Время полимеризации обычно указано на флаконе. Если нету на флаконе, то необходимо запросить у производителя. Мне потребовалось некоторое время, чтобы узнать, сколько полимеризуется каждый из гель-лаков, потому что не на каждом флаконе оно указано. Консистенция 1, достаточно жидкая, укрывистость тоже не очень на самом деле хорошая, но тут что-то между единичкой и двоечкой, давайте поставим 1,5. Кисточка была мягко удобная. А из комментариев добавим, что гель-лак хорошо разравнивается. Следующий гель-лак серебро 209, цвет пион. За 11 мл 265 рублей. То есть он не намного дороже предыдущего, но объем в разы больше. Ой, тут что-то с кисточкой произошло. Какая-то она очень странная, то ли то, что он стоял. И цвет тут не совсем пастельно-розовый, он припыленный. А припыленные, они всегда более плотные. Очень плотно ложится в 1 слой. Очень хорошая укрывистость. Сам по себе гель-лак густой. Не быстро разравнивается на поверхности, все равно вот остаются, например, какие-то полосы. Мы ждем некоторое время. Слегка он только расходится, но не сильно. Отправляем на просушку. Время полимеризации 30 секунд. И занесем данные в таблицу. Консистенция 3, густой, укрывистость отличная на 3, кисточка была с каким-то дефектом, поэтому давайте так и напишем дефект. Возможно, это какая-то проблема на производстве. И комментарии пигментированный, долгое разравнивание. Мне еще интересно посмотреть, насколько хорошо этот гель-лак просох. Я возьму апельсиновую палочку и пройдусь по поверхности. Нет, гель-лак действительно хорошо просох, никаких нареканий к нему, замечаний нет. То есть 30 секунд хватило для того, чтобы такой насыщенный, плотный гель-лак заполимеризовался. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Предлагаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Для подробной информации переходи в описание. Следующий гель-лак у нас Monami 624, 8 мл, стоимость 269 рублей и время полимеризации 1 минута. Тоже такой немного припыленный. Ой, очень жиденький, прямо с кисточки стекает. Я думаю, что начинающим мастерам трудновато будет все-таки. Но зато благодаря своей консистенции он быстро разравнивается. Прямо поверхность моментально становится ровной. Длинные движения, кисточка лежа, укрывистость хорошая. Опять же, все зависит от цвета, поскольку он такой припыленный, укрывистость лучше. Отправляем на просушку. Внесем данные. Monami, консистенция единичка, жидкий, укрывистость 3, отличная. Кисточка тоже комфортная, но она, кстати, более длинная. В принципе, длины также удобно прорисовывать периметр. В комментариях пометим вопрос для новичков. Конечно, он не как водичка по консистенции, но у некоторых могут возникнуть проблемы. Следующий гель-лак у нас Patrice Nail номер 320, более светлый розовый оттенок, консистенция средняя на двоечку и заполняем. Хорошо разравнивается по поверхности, укрывистость средняя, все равно есть проплешинки. Время полимеризации гель-лака Patrice Nail 30 секунд. Итак, консистенция на двоечку, укрывистость
также на 2. Кисточка удобная и такая жесткая. Иногда, когда кисть чересчур жесткая, она может также оставлять проплешины. Хорошее разравнивание. Следующий гель-лак у нас Космолак. Стоимость 287 рублей за 7,5 мл. Время полимеризации 30 секунд. Ой, совсем светлый оттенок. Вижу, что немного пигмент расслаивается. Можно было его перемешать перед нанесением. Очень жидкая также консистенция. За счет такого состояния материал быстро разравнивается. Есть небольшие совсем проплешины, едва заметные. Кисточка также жесткая. Консистенция жидкая. Укрывистость на 2. Кисточка жесткая. Быстро разравнивается. Следующий гель-лак InGarden 112 номер. Это, кстати, единственный гель-лак, который я открыла новым, и он был с испачканным горлышком. Не очень приятно, возможно, в магазине кто-то смотрел или неплотно был закрыт флакон. Цвет уже такой теплый розовый. Наносим очень длинная кисточка. Кисточка у нас веерная и сострижена неровно. Я думаю, что такой длинной кистью будет не очень удобно прокрашивать под кутикулу. Возможно, конечно, есть любители. Материал жиденький по консистенции, быстро очень разравнивается, даже какие-то пузырьки есть на поверхности, быстро лопаются. Небольшие проплешинки все-таки присутствуют. Занесем данные. Консистенция у нас достаточно жидкая, между 1 и 2. Укрывистость на 2. Кисточка длинная. И она также овальная. Не все мастера предпочитают такую веерную кисть, обычно чаще всего используют классическую кисточку с ровными краями. И также быстро разравнивается. Время полимеризации от 30 до 60 секунд. Видимо, время полимеризации зависит от мощности вашей лампы. Проверим также, насколько хорошо просох материал. Да, все также отлично. Есть прям проплешины, которые видны и даже сейчас. Следующий гель-лак Monami. У нас он уже был, но он более бюджетный по стоимости. Этот у нас за 310 рублей, 12 мл. Он совсем прям жиденький, конечно. Прям вот с кисточки весь стекает. Прям капает вот. И этот гель-лак уже такой полупрозрачный. Возможно, производитель специально задумал такую текстуру гель-лака неплотную. Он очень хорошо разравнивается, даже чем-то похож на базовое покрытие. Есть проплешинки, отправляем на просушку и занесем. Консистенция жидкая, укрывистость на 2. Кисточка жесткая, упругая, быстро разравнивается. Время просушки 30-60 секунд. Вот сейчас 30 прошло, смотрим. Да, также у нас все хорошо просушилось. Следующий гель-лак Гратол номер 108. Похожий оттенок, кисточка очень странная, коротенькая, достаточно жесткая. Гель-лак жидкий, прям растекается на бока и не очень хорошая укрывистость. Стоимость такого гель-лака у нас 330 рублей за 9 мл, то есть в баночке не так-то много материала. Очень плохая укрывистость, прям проплешины. Просушка 60-90 секунд. И долго сохнет, да, сравнительно. Если каждый ноготочек прокрашивать по 1 минуте, просушивать или по 1,5, это будет значительно растягивать процедуру. Отметим Гратол. Консистенция жидкая единичка, укрывистость прям плохая единичка, кисточка очень жесткая и короткая. Ну, каких-то дополнительных комментариев не отмечу. Единственное, что за 9 мл 330 рублей, возможно, это не так бюджетно, как и другие гель-лаки. Гель-лак Vogue называется 5-я авеню. Он у нас без номера. Ой, этот гель-лак более коричневый, конечно. Розовым его трудно назвать. Такой, не знаю, грязно-розово-персиковый, вот так. Гель-лак средний по консистенции. Хорошо разравнивается. Кисточка, кстати, мягкая. Прям она очень мягко разравнивает. Полос не остается. Приятная консистенция. Отправляем на просушку. Возможно, из-за цвета он так лег хорошо, без проплешин. Отметим это. Консистенция 2. Укрывистость. Укрывистость хорошая была, на 3 поставим. Кисть мягкая. В комментарии напишу плотный цвет. Следующий у нас Lovely 0,82. Такой гель-лак стоит 350 рублей за 7 мл. То есть объем еще меньше, да, чем у Гратола, например. Гель-лак пастельный ярко-розовый, полупрозрачный, консистенция очень жиденькая, как водичка, ложится с проплешинами.
и кисточка достаточно жесткая, то есть она хорошо его не разравнивает. Полимеризация 60 секунд, 1 минута. Консистенция жидкая единичка, укрывистость на единичку, кисточка жесткая. Комментарии, давайте напишем не бюджетная, потому что всего лишь 7 мл. Следующий гель-лак Луи Филипп, Пантон номер 2. О, какой красивый пастельно-розовый оттенок, его прям очень любят клиенты. Кисть длинная и мягкая, хорошо раскрывается. Консистенция средняя, его нужно раскладывать. Проплешины все равно есть небольшие. Отправляем на просушку. Кстати, цвета намного проще наносить на типсы, на ногти еще сложнее, значит труднее будет его раскладывать. Консистенция 2, укрывистость 2, кисть мягкая, длинная. Комментарии долго разравнивается. Следующий оттенок Дива, номер 069, и тут целых 15 мл. Стоимость 400 рублей. Консистенция достаточно жидкая, гель-лак не очень плотный, наподобие френч коллекции, то есть полупрозрачный. Может быть, так и задумано, такой фарфоровый эффект, хотя очень красиво. Разравнивается очень легко, то есть я провожу, и проплешинка быстро стягивается. Есть все равно небольшие проплешины, думаю, из-за прозрачности цвета, но разравнивание прям классное, хорошее. Кисточка длинная и мягкая, с прямым краем. Консистенция 1, жидкая, укрывистость 2, кисть длинная, мягкая, быстрое разравнивание. И последний гель-лак Уна, номер 440, тоже расслаивается оттенок, поэтому нужно перед нанесением встряхнуть. Оттенок больше персиковый, не розовый. Я заказывала все по интернету, у меня не было возможности посмотреть на оттенки вживую, поэтому вот какие приехали, такие приехали. Как на сайте была цветопередача, то и купила. Хорошо разравнивается, все равно есть проплешины, кисточка жесткая, прям упругая, прям стягивает материал. Не очень хорошо разравнивается на поверхности, все-таки проплешинки остались. Отправляем на просушку, время полимеризации 30 секунд. Значит, Уна, консистенция средняя, двоечка, укрывистость не очень хорошая, единицу даже поставим, кисть жесткая. Комментарии тут тоже никакие написать не могу, это самый дорогой гель-лак, 490 рублей за 12 мл. То есть, скорее всего, давайте напишем, что он не бюджетный. Конечно, у нас не было цели выбрать самый бюджетный гель-лак, но для многих это ключевой фактор при покупке цветов, например, для начинающих мастеров. Исходя из нашей таблицы, самые плотные цвета – это серебро номер 209, это Монами 624, это Vogue 5-я авеню. И все, то есть получается 3 гель-лака были самыми плотными, но по моему мнению эти гель-лаки оказались более укрывистыми, более плотными за счет добавления другого пигмента. Они такие припыленные, то есть добавлением темного оттенка. Конечно, по плотности одного гель-лака трудно судить о всей коллекции бренда, потому что бывают цвета, которые плешивые, которые нормально ложатся, которые сильно укрывистые. Все будет зависеть также от оттенка и от количества пигмента внутри. Сегодня нам удалось выполнить обзор гель-лаков, которые чаще всего упоминались в вопросе на моей страничке в Instagram. Если вы еще на нее не подписаны, обязательно это сделайте, там вас ждет много полезной информации и такие полезные опросы. Хотите увидеть обзор и на другие гель-лаки, пишите мне в комментариях бренды и названия цветов, и мы выпустим следующее видео. Для этого ставьте пальчик вверх, собираем 5000 лайков, смотрите и другие видео с обзорами. Но я желаю всем успехов, счастливо, пока-пока!